Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». У нас в Дагестане очень вкусно солят, маринуют и квасят капусту и овощи. И я сегодня с вами хочу поделиться отличным рецептом. С вас лайк и подписка, и давайте начнем приготовление. Я подготовила овощи. Посмотрите, у меня фенхель, цветная капуста, капуста кальраби. А также подготовила свежие огурчики, перец болгарский двух цветов, красный и желтенький. А также у меня сельдерей, стебли сельдерея, брокколи. То есть я буду и мариновать овощи, и буду солить. Поэтому я покажу два разных варианта. А также цукини, немножко морковка, остренький перец. И все, начинаем нашу с вами работу. Сначала будем обрабатывать фенхель. Отрезаем хвостики. Я их не выбрасываю, они у меня пойдут в суп. Какой же фенхель ароматный. Я вам просто передать не могу. Вот на такие листочки мы сейчас освобождаем. Отрезаем вот эту твердую часть. И вот так вот. Там, где у нас уже не делится, мы нарезать будем пластинками. Нарезаем на такие кусочки, как нам удобно будет кушать. Вот на такие брусочки я нарезаю. Я буду готовить овощи по-кавказски и буду как раз вам показывать, как можно с куркумой. Очень яркие получаются овощи, вкусные, красивые. И со свеклой. Вот на такие брусочки. Я нарезаю, нам так удобнее. Перекладываем все в емкость. Это наши заготовочки. У нас здесь небольшая кочерышка, поэтому очень удобно нам вот на такие слайсы нарезать. Вот такие тюльпанчики у нас получаются красивые. У цветной капусты удаляем эти листья, мы их выбрасываем. Сейчас будем капусту цветную делить на соцветия. И теперь нарезаем на соцветия. Это слишком крупно, надо будет помельче. Все делаем деликатно. Вот на такие небольшие соцветия, чтобы удобно было кушать. Такие маринованные овощи, как к ужину, к обеду, на праздничный стол. Ваши гости никогда не уйдут без рецепта. Они будут в полном восторге. Оно получается очень красиво, очень вкусно. Сейчас мы подготовим все. Даже вот такие корешки тоже можете замариновать. Тоже очень вкусно. Сейчас подготовим все овощи и потом будем закладывать в банки. Цветная капуста готова. Очень полезный овощ. Капуста кальраби. Снимаем верхнюю часть. Ботву тоже срезаем. И будем нарезать брусочками. Вместо этих овощей, вместо фенхеля, вместо кальраби, вы можете зеленые помидоры, огурцы свежие. Очень получается отлично. Кожуру тоже мы не выбрасываем. Я буду варить суп, обязательно проварю их. В этой капусте очень много микро- и макроэлементов, поэтому очень полезно ее мариновать и вообще так даже свежие кушать. Нарезаем сначала на пластинки, а затем будем нарезать на брусочки. Вы нарезайте так, как вам нравится, как вам удобно будет их кушать. Эта капуста очень напоминает дайкон, редьку белую. Это готово у нас. Перекладываем в емкость там, где у нас фенхель. Будем поочередно закладывать в банки. Контрастных цветов перцы освобождаем от перегородок и семян. Нарезаем на такие дольки, чтобы не сильно мелко. Очень красиво будет смотреться. А также добавляем, у меня очень острый перец, вот у меня в одну банку и во вторую банку, чтобы не сильно остро было. Готово. Перекладываем в емкость. А сейчас цукини и огурчики. Отрезаем концы, они нам не понадобятся. И нарезаем вот на такие кругляши, где-то 1,5 сантиметра толщиной. Сантиметр можно. Можно так нарезать, а можно нарезать вот такими столбиками. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Сколько у нас пойдет на банку. Они будут очень красивые.
В той банке, где с куркумой, они будут желтенькие, а там, где со свеклой, они будут малиновые. Серединка будет зелененькая, светлая оставаться. Готово. Морковку нарезаем пластинками. Не сильно толстыми. Морковка очень хороший вкус дает. Вот посмотрите, вот так. Не сильно толсто и не тонко. Морковочка готова. Перекладываем в емкость. Нарезаем стебли сельдерея. Я их нарезаю на небольшие, где-то по 10 сантиметров. Брусочки, так, чтобы удобно было их есть. У основания разрезаю еще чуть-чуть. Готово. Поднос или в большое плоское блюдо собираем наши заготовки и потом удобно будем распределять. Сюда же добавляем брокколи, тоже срезаем соцветия. И нам осталось нарезать белокочанную капусту. Верхние листочки я сняла. И сейчас нарезаем таким образом. Кочерышку я срезаю. Хотя ее можно оставить, можно нарезать такими кусочками. Я вот солила капусту. Очень вкусно получается и очень удобно кушать. Но здесь мы сделаем немножко по-другому. Нарезаем вот такими кусочками. Распределяем. Вот так достаточно. И сейчас будем закладывать. Подготовила 6-литровую банку. Она у меня стеклянная. Я ее хорошо промыла. Обдала кипятком. На дно 2 листика лаврушки. Вот так нарезаем чесночок. На такую большую банку где-то 5-6 зубчиков чеснока. Вот так вот горошек. 2 чайные ложечки. Петрушку. Хорошо промыли ее. А также либо сушеный укроп, либо свежий. И закладываем капусту. Вот так все произвольно. Все выкладываем слоями. Ничего утрамбовывать не надо. Для контраста теперь морковочку. Теперь немного цветной капусты. Немного брокколи, чтобы было красиво, контрастно. Сюда же сельдерей, перчики просовываем, чтобы не было пустот. Огурчики, сельдерей, добавляем фенхель, кальраби, снова морковочку, острый перчик, желтый перец, чтобы у нас все было очень красиво. Немножко вот так прижимаем. Снова цветную капусту. Так проталкиваем морковку, перец болгарский, капусту. Вот так немного утрамбовываем. Сельдерей, цветную капусту. Мы любим, когда ее больше всего. Огурчики. Цукини тоже добавляем сюда. Посмотрите, какая у нас тут красота с вами получилась. И сейчас будем готовить маринад. Все, у нас уже тут под завязку. А сейчас готовим маринад. 1,5 литра воды. Обычная холодная вода из-под крана. 2 столовые ложки без верха сахара. 2 столовые ложки с верхом соли. Яблочный уксус. Наливаем полстакана. Где-то 100 мл. У меня стакан 235 мл. Сюда же также полстакана масла. Растительное, без запаха. Это где-то 100 мл. И сюда же добавляем 1 чайную ложку куркумы без верха. А сейчас ставим на огонь. Как масса эта закипит, сразу будем заливать банку. Маринад закипел, готов. И сейчас будем заливать в банку. Куркуму больше не добавляйте, это очень специфическая специя. Она просто может вам испортить вкус.
Если вам маринада не хватило, снова набираете столько же и разливаете по банкам. Второй рассол также добавила соли, также добавила сахара, но уже литр воды. Все под видео в описании обязательно укажу. Овощи сразу оседают. Полностью заполняем прям под завязочку. И вторую баночку тоже заполняем. Прикрываем крышкой. Банки должны у нас остыть. Как только остынут, отправляем в прохладное место, либо в холодильник. И ждем 4-5 дней. Итак, все овощи нарезаны. И сейчас нам осталось нарезать свеклу. Свеклу нарезаем на удобные вам кусочки. Можно на брусочки, а можно вот на такие кусочки. Вот такой толщины. Очень удобно. Собираем. У меня баллон 6-литровый, а по объему. Сюда добавляю 2 чайные ложки черный перец горошком, 3-4 листочка лавровых, 7-8 зубчиков чеснока. И сейчас собираем баллон. Сначала белокочанную капусту. Все перекладываем слоями. Очень хрустящая, очень вкусная получается. Это у меня острый перец, морковочку. Вот так по краям пластинками. Как вам нравится, закладывайте, чтобы это было ярко, красиво. Теперь добавляем кальраби. Вот так все распределяем брусочки. А также сюда добавляем фенхель, цветную капусту. Светлый слой у нас сейчас идет. Готовится быстро, легко. А когда у вас оно приготовится уже через дней 5, это вообще будет такая вкуснота. Теперь у нас идет свекла. Тоже вот так же произвольно бросаем. Оно все потом будет одного цвета. И сейчас снова у нас идут кальраби, фенхель, капуста белокочанная. Вот так прижимаем. Чесночок, цветная капуста. Добавляем сюда же огурчики. Сейчас мы добавляем сельдерей. Вот так вот проталкиваем, чтобы у нас не было пустот. Сейчас закладываем цукини и в конце еще свеклу. И будем заливать рассолом. Готовим рассол. Здесь у меня 1 литр холодной воды из-под крана. Сюда же добавляем 1 столовую ложку сахара, 2 столовые ложки, у меня, видите, соль морская, соли. Не думайте, что это много, это немного на литр. Очень хрустящая получится у вас. И 50 миллилитров или 50 грамм уксуса 9%. Все смешиваем. Смешиваем до того самого момента, чтобы у вас кристаллики соли разошлись в воде. Заливаем рассол в банку. И заливаем оставшуюся часть, так чтобы у нас на дне не оставалось, всю соль сюда же. Еще готовим рассол. Все то же самое проделываем. Уксус, сахар и соль. Еще на глаз развела. И вот сейчас нам нужно так, чтобы полностью закрылась. Вот так баночка покрылась водой. Итак, обратите внимание по самое горлышко, под самую завязку. Накрываем крышкой и убираем в холодильник, в прохладное место. Через 5 дней будем пробовать. Прошло 5 дней. Снимаем пробу. Итак, дорогие друзья, овощи наши получились очень вкусные, очень хрустящие.
Просто объедение. К любому обеду или ужину великолепное дополнение, да и очень полезно. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Почаще заходите на нашу страницу и наши соцсети. Подписывайтесь, пишите комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.